«Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в моей программе «Звездная гостиная» очень душевный, очень интеллигентный представитель российской эстрады и советской, заслуженный артист России Борис Шварцман. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте, доброго дня. Борис Натанович, вот жизнь показывает, что звезды зажигаются, значит, кому-то нужно, да, звезды горят, звезды угасают, а есть люди, которые стабильно идут по жизни, которые делают честно свою работу, откровенно, искренне, от души, и себе пишут песни, и другим, и отличаются таким, знаете, спокойствием, уверенностью в завтрашнем как дне. И уже, по-моему, вы записали более 200 песен, написали, а, по-моему, своих, наверное, более сотни, да? Песен написано, наверное, более 300, а может быть, более 400. Да? Но дело в том, что в общей доступности, порядка, может быть, 150 песен, которые уже аранжированы. Мне приходилось бывать на концертах, которые вы проводили. Хочу сказать, дорогие друзья, что Борис Шварцман, он закончил еще, как это правильно называется, эстрадный такой жанр. Вот вы же занимались, оказывается, еще и юмором. Господи, я до сих пор занимаюсь им, и это как бы одно другому не мешает, может быть, даже дополняет. Угу. Виктор, спасибо за представление. Вы столько хорошего обо мне уже наговорили, и интеллигентный, и звездный. Вот как это все оправдать сегодня в эфире, не знаю. Оправдать очень легко. Мы сейчас послушаем какую-то из ваших песен душевных, и сразу станет все понятно. Что бы вы предложили вначале послушать? Не знаю, наверное, самая душевная из всех душевных, и во всяком случае песня, которая ушла в народ, песня «Одной тобою», может быть, с нее начать. Давайте, это ваша визитная карточка такая. Может быть, да. Одна из визитных. Мне не очень нравится это слово «визитная карточка», быть. Да. Дело в том, что когда, знаете, когда условно говоря, да. Когда едешь в разных городах, вот с вами я познакомился, слышишь, то там по радио, то там, и не хочется переключаться. Она же ротируется, она же звучит, значит, люди любят, то есть она звучит чаще. Ротируется не так, как хотелось бы, чтобы она ротировалась как можно чаще где-то на центральных, федеральных, но ротируется. Дело в том, что есть вещи, которые уходят в народ без всякой дополнительной ротации со стороны федеральных каких-то каналов. Согласен. Просто, видимо, нужно время определенное. Это как раз что касается той самой звездности, о которой вы сказали в самом начале. Потому что и даже та стабильность, о которой говорите, и иногда приходится держать себя в руках и не отчаиваться, потому что есть вещи, которые и тебя приводят и в уныние. Поэтому тут не все так просто на самом деле. А та стабильность, о которой, Виктор, вы говорите, видимо, есть определенный некий стержень, который помогает писать. Я ведь не просто пою, я пишу эти песни. Я являюсь автором и стихов, и песен, поэтому автор-исполнитель, я бы сказал. И все-таки песня эстрадная, я не назову это шансоном. Слово шансон понятие очень растяжимое, и тут копии ломаются, и определения очень много. В хорошем смысле это шансон. Почему нет? Если это хороший шансон, если мы эстрадный шансон, то вполне я за то, чтобы быть шансонье. Я ничего в этом плохого не вижу. Итак, слушаем в исполнении Бориса Натановича Шварцмана, заслуженного артиста России, песню «Одной тобой». Как долго я тебя искал, и год за годом пролетел. Снегами на моих висках
уже отметилась метель. И как награда мне сейчас твои улыбка и глаза. Тебе готов я в 100-й раз, тебе готов я в 100-й раз сказать: одной тобою я живу, одной тобою я дышу. И не во сне, а наяву твою ладонь в своей держу. Одной тобою я живу, одной тобою я дышу. И мне не мил весь белый свет, когда тебя со мною нет, когда тебя со мною нет. Все невозможно предрешить, все невозможно угадать. Но как я мог, скажи мне, жить все эти долгие года? Мир полон красок и цветов, когда со мной любовь моя. Сказать я в 100-й раз готов, сказать я в 100-й раз готов, что я одной тобою я живу, одной тобою я дышу. И не во сне, а наяву твою ладонь в своей держу. Одной тобою я живу, одной тобою я дышу. И мне не мил весь белый свет, когда тебя со мною нет, когда тебя со мною нет. Одной тобою я живу, одной тобою я дышу. И не во сне, а наяву твою ладонь в своей держу. Одной тобою я живу, одной тобою я дышу. И мне не мил весь белый свет, когда тебя со мною нет, когда тебя со мною нет. «Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Вот в этой песне столько души, столько, как сказать, человеческих чувств, столько сердечности. Вы как-то уже отвечали на этот вопрос, но я хочу, чтобы вы еще рассказали. Это вот кому-то конкретно посвящено или это собирательный образ какой-то некий? Да, вопрос часто задающийся. И что касается конкретно этой песни, это собирательный образ, скажем так. Потому что, больше того, Виктор, я скажу, что из массы тех песен, что написаны, ну, может быть, конкретно, лично какое-то посвящение имеет, ну, может быть, 10-2. Вот, поэтому, да, тут, когда обращаешься конкретно к женщине, объясняешься ей в любви, в песне, ну, надо понимать, что это все-таки человек, пишущий, может себе что-то нафантазировать, что-то... Какой-то идеал, да, такой? Придумать. Да, это не некое такое озарение, которое к тебе приходит, и ты, ну, вот сиюминутно ты это написал, а есть ощущение, что, ну, если это написано искренне,
Я больше того скажу, что есть вещи, которые пишутся под заказ, люди, которые приходят и тебе рассказывают некую историю о себе, а ты это потом воплощаешь в песню, в стихи, в музыку. Получается тоже очень душевно и очень... Самое главное, чтобы это было точно, искренне, правильно. Некоторые просто удивляются, ведь я писал песни не только мужские, а от имени женщины. Причем они получались очень хорошие песни. Да, но вот тут надо как-то суметь войти, вникнуть. Ну, вот это уже какой-то... А назовите, пожалуйста, нескольких вот артистов, которые поют ваши песни. Ну, дело в том, что, наверное, самая известная песня – это «Сумасшедшая любовь», которую поет, это написано в соавторстве с Володей Черняковым, он написал музыку, там мои стихи. Дело в том, что многие композиторы обращаются ко мне за написанием стихов, текстов, знают, так сказать, мое трепетное отношение к русскому языку и умение слагать стихотворные формы. Вот. Потом ее пел, светлая память, Андрей Давидян в программе «Три аккорда». Я не могу назвать сейчас каких-то суперзвездных артистов и певцов, которые поют мои песни. Их, на самом деле, очень много. Может быть, это не самый высший эшелон, что называется, но очень талантливые ребята, которые поют мои песни, и я с радостью это делаю, пишу и... Сегодня понятие «высший эшелон» уже немножко сместилось куда-то, потому что высший эшелон уже немножко, вот, ну, между нами говоря, где-то поднадоел. Вот. И поэтому уже даже тенденция телевидения идет к тому, чтобы... Вы же понимаете, о чем я говорю. Да, это все очень условные такие некие понятия, названия. Когда говорят про высший эшелон, это те товарищи, которые ежедневно мелькают в телевизионном эфире и на радиостанциях, что называется, ротируются ежедневно, ежечасно и так далее. Вот те, которых знают. А ведь есть масса очень талантливых ребят, моих друзей, коллег, с которыми я дружу и сотрудничаю. Может быть, не менее талантливых, а в чем-то даже и превосходящих тех товарищей, которые мелькают в эфире. Но вот так вот судьба складывается у всех по-разному в этом отношении. Я знаю, что вы дружите и с Симоном Масиашвили, поэтом-песенником. Вот я бы вас поставил где-то вот в одном ключе. Просто дело в том, что, как вы сказали, ну вот у нас у каждого своя судьба, и у каждого все-таки свои какие-то, свое предназначение. И несмотря на то, что человек не звучит по телевизору, сегодня вот идет как раз переломный эффект. Я посмотрел, что промониторил интернет, на самом деле очень много в социальных сетях люди слушают ваши песни, причем разные песни. И радует то, что сегодня это легко проверить. То есть заходишь, допустим, в какую-то социальную сеть, пишешь имя, и тебе выдает, сколько там вчера послушал на своих страницах. Народную любовь ее не купишь, понимаете? И поэтому вот когда говорят там заслуженный артист России, я бы сказал, даже вы уже народный артист России. А у вас непростая такая судьба, издалека, скажем так, приехали в Москву, в столицу, да, постепенно оттачивали свое мастерство, занимались еще в школе, играли на гитаре, потом служили в армии. В армии тоже потом второй год, я насколько знаю, что вы и для офицерского состава пели, и для своих сослуживцев. Скажите, пожалуйста, когда вы служили в армии и в юности, вы мечтали быть именно вот профессиональным поэтом, певцом, поэтом-песенником, композитором? Да, спасибо, Виктор. Чувствуется, что вы подготовились к эфиру. Вот. Ну, во-первых, начну с моего дорогого Симона Масиашвили, которого вы упомянули, а потом вернусь уже к вопросу. Я действительно с трепетом отношусь к очень многим моим коллегам-поэтам. Это и названный Симон, и Володя Ильичев, и Дмитрий Панарет, которого я считаю вообще выдающимся поэтом. И их много, на самом деле, замечательных поэтов. Кто-то более известен, кто-то менее известен. Ну, суть не в этом. Просто люди, которые действительно пишут, и которые
являются истинными поэтами. Саша Шаганов, господи, спасибо за подсказку. Да, недавно мы вместе выступали, тоже же потрясающий автор таких замечательных стихов. Ну, это целая эпоха. Вот все вот эти люди, которых вы называете, так же, как и вы, понимаете? Просто я еще раз говорю, что вот нельзя говорить о поэте вот сиюминутно, потому что это сегодня одна песня звучит, завтра другая, послезавтра третья, а все проверяется временем. Смешались клавиши и медь, там и струны, и слова. Пока живу, я буду петь, я обещаю это вам. Позавчера, сегодня, впредь, таков удел моей души, иначе не умею жить. Осталось, может, только треть на эти звезды и траву. Пока живу, я буду петь, пока живу, я буду петь, пою, и значит, я живу. Браво. Спасибо. Заслуженный артист России, замечательный поэт, автор-исполнитель и композитор, и человек, который, когда он приходит, он становится душой компании. Вот я много раз наблюдал, и это неспроста, потому что вы прошли такую большую, идете такой большой правильной дорогой, и когда о вас говорят посторонние хорошие вещи, это вот дорогого стоит. Давайте послушаем следующую песню, а потом вы ответите все-таки на мой вопрос. Обязательно. Давайте, знаете, как попробуем, чтобы что-нибудь такое повеселее. У меня есть песня, которую спел Саша Закшевский, замечательный исполнитель. Это моя песня. Я автор музыки и слов. Называется «Антидепрессант». Но он сделал аранжировочку, очень здорово спел. Вот я ее тоже... пример замечательного парня, который... Да, и я взял ее тоже, решил ее тоже использовать. «Антидепрессант». Такая. Александр Закшевский поет. Нет, пою я. А, поете вы. Пою я, конечно. Я понял. Ну, что ж бы я на наш эфир принес песню. Думаю, в чем же дело. Сашенька поет сам по себе. Он просто ее спел, а я вот он ее сделал. Понятно. Полоса черная, и было на душе муторно, но где-то на краю города услышал голос твой утренний, услышал голос твой искренний, такой родной, живой, сладостный, и вспыхнула во мне искорка, и стала на душе радостно. Ты любви моей десант, мое чудное мгновение. Ты мой антидепрессант, ты мой вдох и вдохновение. Ты любви моей десант, мое чудное мгновение. Ты мой антидепрессант, ты мой вдох и вдохновение. Исчезла полоса черная, а с ней исчезли враз печали все, и бытие мое минорное вдруг расцвело во всей своей красе. А ты теперь со мной рядышком, и смех звучит твой колокольчиком. О, как же мне теперь радостно, о, как же мне теперь жить хочется. Ты любви моей десант, мое чудное мгновение. Ты мой антидепрессант, ты мой вдох и вдохновение. Ты любви моей десант, мое чудное мгновение. Ты мой антидепрессант, ты мой вдох и вдохновение.
гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Действительно антидепрессант, потому что по жизни как получилось так, вы знаете, вы совмещаете в себе какие-то несовместимые вещи. Мне это трудно понять. Когда мы сталкиваемся, всегда Борис Натанович это такой солидный, всегда такой размеренный. Но когда вы работали в эстрадном жанре, да, когда вы проводили какие-то мероприятия, свадьбы, юбилеи и так далее, то есть вы перевоплощаетесь буквально. Откуда у вас такая... Я понял, Виктор, спасибо. Умение перевоплощаться. Это называется режим энергосберегающий. Я иногда могу сидеть за столом и быть так совершенно отрешенно спокойным, а потом, когда выходишь на сцену, выходишь к микрофону, ты преображаешься, потому что ты включаешься. У тебя включается тумблер, и ты становишься несколько иным. Нет, ты не то чтобы иным, ты остаешься самим собой, но ты энергетически включаешься. И включаешь то умение общаться с публикой, общаться с людьми, которые пришли на твой концерт, или это концерт, или это какая-то эстрадная площадка, или, может быть, даже корпоративная история. Поэтому некоторые даже говорили: слушай, ты сейчас находился за столом, как ты был один, вышел, стал совсем другим. Я понимаю, что именно так оно и случается. Я хотел бы вернуться к первому вопросу, а то может показаться, что я как-то отлынивал и отникал. Да, мечтали вы стать артистом в детстве, в юности и в армии? Не то чтобы мечтал, но я, наверное, думал об этом, и я этим занимался все время. Стихи начал писать очень рано, я не знаю, 12, 13, 14 лет где-то, плюс-минус в этих годах. Там первые какие-то стихотворные вирши появились у меня еще в школе. Какие-то переводы я делал. Я помню, там мы изучали немецкий язык, и я там перевел несколько то ли Шиллера, то ли Гейна, что-то такое. Я помню, у меня, по-моему, даже сохранились эти черновики эти. Это какие-то были первые истории, потом появилась гитара, появились первые песни. То есть это все с ранней юности. Мне по наследству от старшего брата достался аккордеон. От Якова? Нет, от Миши, от Михаила. Яков у меня замечательный волшебник, сказочник, который занимается в подмосковном городе Наро-Фоминске с детским театром и пишет сказки, и режиссирует, и пишет сценарий. То есть он тоже в этой стезе. Кстати говоря, надо отдать должное, что именно он однажды меня и сподвиг, так сказать, стать на эту стезю. Что мечтал или не мечтал? Но я думал об этом, я этим занимался. И был вокально-инструментальный ансамбль. Люди постарше помнят, что когда-то это вообще, был, как сейчас принято называть, трендом. Люди слушали, было великое, огромное количество потрясающих вокально-инструментальных ансамблей. И помимо уже таких известных песен, вы потихонечку репетировали свои песни с этим ансамблем. Я знаю, что потом стали вы как-то уже свои песни тоже разучивать и петь на концертах. Именно так оно и было, да. Мы изучали вживую, уж понимаете... это удовольствие необыкновенное, да, когда... Это и удовольствие, это большой труд, на самом деле, потому что понятно, что ты не имеешь там какие-то большие технические возможности по тем временам. Нужно было найти гитарку, нужно было найти установку ударную, синтезаторы были еще, так сказать, не самых высоченных уровней, да. И сидели, разучивали нотки, разучивали аккорды, разучивали мелодию песенную, там на голоса пытались все это разложить. Вы овладели в свое время гитарой, играли на гитаре, потом клавишные инструменты. Потом я был удивлен, что вы в училище учились играть на контрабасе. То есть, я закончил музыкальное училище по классу контрабаса. Это в том замечательном городе Кировабад. Да, сейчас он называется Гянджа. Я закончил там музыкальное училище по классу контрабаса. Должен сказать, что контрабас – это же фактически та же бас-гитара. Да, конечно. Поэтому... сложнее, на самом деле, немножко, мне кажется.
Ну, возможно, потому что там есть смычок. И потом у вас был большой опыт. Я думаю, откуда у вас такое вот мышление? В ваших песнях чувствуется какой-то, знаете, вот такой полет. Я бы сравнил некоторые песни вот с творчеством таких исполнителей, как Джо Дассена там, и так далее, в лучшем смысле. Оказывается, вы же играли в оркестре, в первом оркестре, который был у вас в городе, государственным стал. Да, вот, Виктор. Расскажите вот об этом, если можно, подробнее. И еще раз вам просто 10 из 10 баллов. Не знаю, где вы это все вычитали. Это не так много. Нет, да, но, наверное, в общем доступе где-то есть. Да, действительно, на последнем курсе музыкального училища уже был большой симфонический оркестр, где мы играли, переиграли очень много классики, начиная от... я не знаю, классики Моцарта и прочее, и тех композиторов, азербайджанских композиторов, там, Каракараева и многих других. Вот. А потом был действительно первый государственный камерный оркестр. Это, значит, после окончания... Это значит, не просто вас взяли, это значит, определенный уровень у вас был такой очень хороший, что вас туда взяли. Ну, возможно, да. А в то же время вы совмещали работу и в ресторанах, и также где-то что-то подрабатывали и так далее. То есть вы настолько вот многосторонний развитый Ну, потому человек. что работать даже в государственном камерном оркестре это не те великие зарплаты, на которые можно было что-то как-то развернуться, да, потому что нужно было все равно покупать какие-то микрофоны, покупать какую-то аппаратуру, и да вообще что-то как-то жить, да. Вот. Я единственное хотел бы дополнить смысл и суть камерного оркестра, потому что вот если в симфоническом оркестре там много инструментов, и можно за кем-то спрятаться, то в камерном оркестре... Все прозрачно. Да, если ты взял не ту нотку, она уже слышна и понятна. Вот, или там на четверть тона куда-то влево-вправо сдвинул, вот она уже слышна. Ну, а то, что касается, помимо всего прочего, да, как раз был тот период, когда я потом еще вернулся с армии, я 2 года служил в зенитных войсках, стрелял из пушки, вот, закончил там, как это называется... И в самодеятельности тоже там принимали участие? Тоже, да, принимал участие. А как раскрылось в армии? Кто-то... Как это получилось? Это не сразу. Первые там полгода была сержантская учебка. Это город Манглиси, возле Тбилиси. Потом я 1,5 года служил в городе Эчмиадин. В Эчмиадине, это в Армении, Закавказский военный округ. Ну, знаете, как я говорю, как порядочный советский юноша пошел в армию, потому что в то время было это как-то принято. И больше того, устраивались целые огромные такие празднества, там, проводы и встречи из армии. Вот. Возвращались уже возмужавшие, настоящие мужчины. Не то, что сейчас там кто-то боится куда-то идти там, и так далее. Такого не было. Ну, вы знаете, на самом деле сложно сказать, потому что... Ну, во-первых, нужно отметить, что раньше служили 2 года, но в мое время раньше еще больше срок был службы. Сейчас это год, и я вам скажу, мне нередко приходилось выступать в воинских частях, вот уже в наше время. Ребятки служат год, и совсем условия гораздо мягче, скажем так, там и столовые гораздо лучше оборудованные. И, ну, в этом отношении я имею в виду. А так, ну, служба есть служба. Служба есть служба. И вы там специально песню какую-то написали для части, да? Да, была. Я написал песню, значит, строевую песню. Да, между прочим, я был запевалой, да, в строю. Там были такие припевные строчки. Сейчас вспомнили. А пушки наши боевые дадут отпор врагам любым и смотрят гордо ввысь стволы литые, чтоб было небо вечно голубым. Ну, тогда... Здорово же, потому что поднимает дух, строевая песня, это же когда запели... И самое главное тогда то слово, которое я произнес, цвета неба, оно еще не было пошлино и было именно обозначало
именно цвет, а не что-то иное. Давайте послушаем еще одну песню в вашем исполнении. Знаете, я предлагаю послушать абсолютно новую песню. Она называется «С днем рождения, мама». Если вы не против, я ее написал очень недавно, на самом деле. Причем это тот случай, когда я писал под заказ эту песню. Да, моей мамы уже, к сожалению, нет больше почти 20 лет. Но я написал эту песню очень искренне, и потому что все-таки мама — это очень самое ценное, наверное, дорогое. И вот как бы посвятил всем мамам эту песню. Годы летят, это так неизбежно. Ветер поет, желтый лист теребя. Я подойду, обниму тебя нежно. Милая мама, с днем рождения тебя. С днем рождения тебя, моя мама. С днем рождения, родной человек. Мама, милая мама, мое сердце и мой оберег. Мама, милая мама, с днем рождения, родной человек. Детство прошло, да и юность промчалась. Как бы моя не сложилась судьба, ты мой причал, моей жизни начало. Милая мама, с днем рождения тебя. С днем рождения тебя, моя мама. С днем рождения, родной человек. Мама, милая мама, мое сердце и мой оберег. Мама, милая мама, с днем рождения, родной человек. Мама моя, будь Всевышним хранима, рядом твоя вся большая семья. Мы подойдем, тебя нежно обнимем, скажем все дружно: с днем рождения тебя. С днем рождения тебя, моя мама. С днем рождения, родной человек. Мама, милая мама, мое сердце и мой оберег. Мама, милая мама, с днем рождения, родной человек. С днем рождения, родной человек.
«Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Дорогие друзья, дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня в гостях заслуженный артист России Борис Шварцман. Борис, вот летят годы, песен написано много, действительно, как мы уже говорили. Пишете сейчас вот на заказ песни, это тоже чудесно, потому что это уже высшее, мне кажется, высший пилотаж, когда человеку заказывают, вот, пожалуйста, напишите такую-то песню. Взялись, написали, и получается вот прекрасная, искренняя, добрая песня. Некоторые считают, что если на заказ, значит, это что-то такое, какой-то ширпотреб. Ну, нет, может, у других бывает, а у вас всегда искренне, всегда от души. Слушайте, есть же гениальные примеры. Моцарт писал на заказ. Да, никто об этом не говорит, что это плохо. Да, 40-ю симфонию. Скажите, пожалуйста, как у вас рождаются, что служит чаще всего вдохновением? Вот в какие моменты вы пишете? Знаете, некоторые пишут там ночью, по ночам приходит муза, некоторые вдохновляются природой, некоторые чем-то. Вот что у вас вызывает вдохновение? Очень сложно сказать. Трудно одним словом как-то описать. Не знаю, по-моему, ни один пишущий человек, поэт, не скажет точно и наверняка, вот что его там сподвигает на то, чтобы он взял и написал. Это может быть ночью какая-то мысль, ты какое-то слово, какая-то фраза, ты ее записал, зафиксировал. Нет, я не пишу по ночам. Я, скорее всего, жаворонок. Я могу стать... Хотя по роду профессии я, так сказать, вынужденная сова, да, потому что какие-то мероприятия проходят обычно вечером и ночью, и не ночью-то, во всяком случае, допоздна вечером. И волей-неволей, воленс-неволенс приходится ложиться спать уже, так сказать, далеко за 12. Но я могу проснуться в 5 утра, в 6 утра, сесть за компьютер, что-то пописать, и потом доспать. Вот. Что сподвигает, что вдохновляет, не знаю, разные ситуации бывают. Что-то зацепило. Иногда какая-то фраза, какая-то рифма необычная пришла. Одним словом, очень тяжело как-то обозначить. Вот ваши дело. Песни, они отличаются правильностью языка, русский язык такой настоящий, да? Это, наверное, связано с тем, что вы много читали, наверное? Читал я немало, да, это действительно так, хотя я понимаю, что недочитанного очень много, и хочется и почитать, а тем более сейчас, когда все уже перешло в компьютер, на чтение остается меньше времени, но все равно приходится, не то что приходится, а порой даже заставляешь себя что-то найти, и что-то интересненькое почитать и перечитать, и даже не в электронном виде, а именно в таком обычном книжном формате. Вот раз заговорили о книге, извините, что перебиваю, да. Вы сегодня пришли с книгой, говорили, принесу книгу. Есть у меня книжка, да. Я недавно, где-то полгода назад вышла моя книжка «Сборник стихов и песен». Там порядка 40 песен и некоторое количество стихов, которые не стали песнями. Ведь есть стихи, которые песнями не становятся. То, что все-таки песенный жанр написания стихов, он несколько, мягко говоря, отличается от стихов, так сказать, в чистом виде. Хотя спеть можно все, что угодно, но песня все-таки это немножко другая история. Вот и вышла книжка такая, да, там с одной стороны ноты, а с другой стороны текст песенный. Вот, ну и под финал там у меня, значит, некоторое количество стихов. Поздравляю. Как книга называется? Книга называется по названию одной из моих, для меня, очень знаковых песен «Большое сердце». Я так и назвал эту книгу. Я призываю, дорогие друзья, всех находить Бориса Шварцмана в социальных сетях, подписываться и следить за его какими-то новинками. Также ищите в интернете. Песен очень много
мировой паутине, как сегодня говорят. Да, вот. Это точно. Я хочу сказать, что во многих сборниках они никогда не перестают, эти вот сборники какие-то выходят, выпускают, то пираты, то не пираты, разные бывают, но обязательно Борис Шварцман всегда где-то попадается часто. И я хочу сказать о том, что когда вот собираются, еще раз хочу напомнить, что вот собираются какие-то компании, вы где-то становитесь душой компании. Я бы попросил вас, если можно, вот для разнообразия какой-то интересный анекдот нам рассказать. Анекдот сразу так навскидку ничего приличного не вспомнишь. Ясно. Виктор, дело в том, что действительно для меня это еще одна любопытная такая стезя, которая мне очень нравится. Я пишу действительно юмористические тексты. Как-то, может быть, кому-то покажется странным, какая связь между написанием песен. Ну, вот так вот случилось. Многогранно. Я дружу давно с моим замечательным другом и замечательным актером, юмористом Кареном Аванесяном, для которого написал порядка 10, а то, может быть, больше номеров и песен, в том числе юмористических. Да, у меня был опыт работы и с Петросян-шоу, с «Кривым зеркалом», и ребятами из «Аншлага». И вы сами работали тоже на телевидении в свое время. Это было до того. И я сейчас тоже иногда выступаю со своими номерами. И Коля Лукинский читает мои номера, и Гео Гагу поет мои песни. Вот, поэтому, да. Ну, а рассказать анекдот, я не знаю. Анекдот хорошо слушается и рассказывается, точнее, рассказывается и слушается вовремя и к месту. Просто взять, как магнитофон включить, будет, наверное, не очень. А вот если какая-то тема вдруг нам затронется, хорошо, давайте так, предположим, мы сейчас говорим о песнях, давайте я вспомню парочку. Ну вот, например, такой, мне очень нравится. Значит, девушка юная выучила одну песню и вышла при полном зале, при полном аншлаге ее спела. И зал взорвался аплодисментами. Хлопает и скандирует: «Пой еще, пой еще». Она говорит: у меня только одна песня. «Пой еще», не останавливается зал. Она спела еще раз: «Пой еще». Не могу я больше петь. «Пой, пока не научишься». Это актуально. Актуально сегодня. Вот очень короткий тоже такой... Что касается востребованности артистов, значит, звонит концертный директор одного из артистов, звонит организаторам концертов в соседний город и говорит: скажите, пожалуйста, на моего артиста билеты продаются? Они ему отвечают: да, продаются, но не покупаются. Сейчас это часто бывает вот в наше время. Да, вот это все, что пока мне пришло в голову. Замечательно. На самом деле очень много. Я очень люблю этот жанр. Вы знаете, когда-то этот жанр был больше, наверное, востребован. Сейчас так больше такой стендаповский вариант юмора. Сейчас какой-то юмор такой, знаете, пошел, как говорят, ниже пояса, вот это все какое-то. Нет, я, знаете, очень люблю одесские анекдоты. Я тоже. Это отдельная такая тема, конечно. Конечно. Но кому, как не человек с фамилией Шварцман, рассказывает подобные анекдоты. Их у меня много. Я даже зарифмовываю их. Есть у меня, такой, если сейчас навскидку вспомнить. Значит, выходит из театра, и жена говорит мужу: «Моня, ты гардеробщику на чай оставил целых 100 рублей?» Он: «Ты можешь, Сара, не кричать, давай пойдем скорей». «Нет, Моня, что не говорит, ты точно ненормальным стал». «Да молчи ты, посмотри, какую он мне шубу дал». То есть у меня есть даже целая серия зарифмованных анекдотов. Это вообще интересный жанр получается такой. Да. Я их тоже читал, я как автор с листа, потому что я не запоминаю. Вот все это как-то не учу, как артисты учат свои номера. Есть такая возможность, выходишь на сцену. Это обычно в программе «Смех с доставкой на дом» есть на ТВЦ такая программа. Выходила, во всяком случае, я так время от времени принимал. И вот участие. Еще одна ваша такая, почему-то вы об этом не говорите, о том, что вы еще член Союза журналистов. Да, но поскольку я уже давно не плачу эти членские взносы, наверное, уже
перестал им быть. Да, действительно, это была такая история, потому что вот мы уже сказали про тот город, где я родился, город Кировабад, Генджа. А потом был период, когда я переехал в город Краснодар. Я 8 лет там прожил. Этот замечательный теплый город, где у меня до сих пор масса очень близких для меня людей и друзей. Я туда приезжаю с большим удовольствием всегда. Я там прожил 8 лет и работал в одной из телекомпаний. В то время только значит... Сначала М называлась просто, Нет, называлась студия М. Студия М. Потом она переименовалась в компанию «Мир и мы». Это была одна из, по-моему, 4 крупных компаний, которые функционировали в Краснодаре и по Краснодарскому краю. Я там был сначала корреспондентом, журналистом. Потом стали редактором. Да, и до последний год работал даже главным редактором. Была такая история. У меня там была своя авторская программа получасовая, еженедельная. Вот. И да, там тогда я, значит, занимался телевизионной журналистикой очень плотно, было очень много интервью. И был принят в члены Союза журналистов России. У меня до сих пор бережно хранится дома. Вот такой многогранный этот Борис Шварцман. Вот я рекомендую всем обратить особое внимание, потому что вот кажется, что песня звучит легко, песня звучит волшебно, кажется, так легко это все. А на самом деле это огромный опыт человеческой жизни. Мы можем много говорить, но всегда за кадром остается человеческая личность, до конца не разгаданная, человеческая личность, которая хранит в себе много граней и душевных каких-то переживаний, которые вот потом выплескиваются в такие прекрасные песни, которые мы еще послушаем. Какую песню вы предложите следующую? Ну, я выбрал к сегодняшнему эфиру 4 песни. Вот эта 4-я песня у меня называется «Только любовь». И она тоже написана не так давно, может быть, пару лет тому назад. Вот хотел бы, чтобы она прозвучала, потому что, ну, действительно, только любовь дает нам крылья, только любовь нас окрыляет, и с нею могу счастливым стать, как в песне в этой поется. Вот и желаю, соответственно, чтобы у всех была любовь. Когда печален дом и нет в душе покоя, когда все кувырком и в ссоре сам с собою, и сердце отопит, болит невыносимо, спасет и исцелит одна лишь только сила. Это только любовь, она дает мне крылья, с нею могу счастье познать. Будет любовь, я буду сильным. Будет любовь, буду летать. Будет любовь, я буду сильным. Только любовь, только любовь. Возьми мою ладонь, сожми покрепче руку, ты сердце струны тронь и прогони разлуку. Быть может, мы с тобой жить учимся по новой. Не спорю я с судьбой, но повторяю снова, это только любовь. Она дает мне крылья, с нею могу счастье познать. Будет любовь, я буду сильным. Будет любовь, буду летать. Будет любовь, я буду сильным. Только любовь, только любовь.
знать, будет любовь, я буду сильным, будет любовь, буду летать, будет любовь, я буду сильным, только любовь, только любовь. «Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Итак, дорогие друзья, вот все хорошее быстро заканчивается. Я хочу поблагодарить, Борис Натанович, за то, что вы сегодня нашли время и пришли на Радио ВОС. Здесь не только незрячая аудитория, но и их семьи, и я думаю, что потом в виде подкастов эти программы будут скачивать разные люди. И я хочу пожелать вам творческих успехов, вот этой жизненной мудрости, которая у вас есть, чтобы она дальше перевоплощалась в прекрасные произведения. Я считаю, что песни, которые вы пишете, они отличаются по наполненности душевным таким теплом, особой лирикой, где-то юмором. Вот. И интересно, что если вы говорили там о юмористическом, о эстрадном жанре, это одно, а вот песни, они более душевные, более проникновенные, более лирические. Будьте, самое главное, здоровы и счастливы. Мне хотелось бы, чтобы в конце что-то пожелали радиослушателям. Виктор, спасибо. Я, во-первых, должен сказать персональное спасибо вам лично, потому что я сегодня, идя сюда на интервью, знал, что я буду общаться с человеком очень грамотным, человеком, умеющим подготовиться к интервью, что оказалось действительно это так. Вот, замечательным журналистом. Вот, я знаю, что и вы тоже занимаетесь творчеством и поете, кстати, очень здорово. Я лично вам хочу пожелать всего самого лучшего и вам. Ну, большого. Сейчас не обо мне. Не, давайте, да, я продолжу свою мысль, а потом... И, конечно же, всем радиослушателям. Вот, потому что я понимаю, что я нахожусь достаточно в таком специфическом месте, и хочу пожелать всем бодрости, позитива, чтобы по жизни шагать как-то вот, невзирая на какие-то неудобства, высоко поднятой головой, и всем пожелать добра, удачи, здоровья, в общем, всего самого лучшего. Спасибо большое. Это был заслуженный артист России Борис Шварцман. До свидания. Я говорю, до новых встреч. «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.